Как правильно выбрать новогоднюю гирлянду? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Каждый из нас еще до наступления долгожданного праздника по-своему украшает и лесную красавицу, и жилище, и прилегающую территорию, когда подразумевается частный дом. Но если вас интересует вопрос выбора новогодней гирлянды, то дело, скорее всего, не в количестве и цвете лампочек, а в эксплуатационных характеристиках изделия и его безопасности. Электрическая гирлянда, сверкающие разными цветами огни, создают новогоднее настроение, оставляют надолго ощущение праздника и волшебства. Если поинтересоваться, у любого человека, без чего ему трудно представить Новый год, будет названа елка и гирлянда. Однако, собираясь покупать это украшение, не мудрено растеряться среди десятков его разновидностей и сотен моделей. Как правильно выбрать новогоднюю гирлянду? Красивую, надежную, безопасную. Планируя покупку, стоит руководствоваться критериями, по которым условно классифицируются электрические гирлянды разных видов. Виды лампочек. Микролампы. Этот вид гирлянд знаком нам с детства. Множество разноцветных мигающих огоньков из лампочек накаливания различных размеров и формы. Такие гирлянды красивы, стоят недорого, однако потребляют много энергии и недолговечны в эксплуатации, поэтому все реже пользуются спросом. Светодиоды, LED-гирлянды, стоят дороже обычных ламповых, однако превосходят последние по разным параметрам – яркости света, длительности эксплуатации от 20 тысяч часов и выше, прочности. Гирлянды на светодиодах устойчивы к влаге, потребляют мало энергии, более безопасные, почти не нагреваются. Если мы выбираем гирлянду более экономичную и надежную, это именно о моделях со светодиодными лампочками. Типы провода и питания. Современные электрогирлянды продаются с проводом из каучука, поливинилхлорида и силикона. Наиболее надежные и функциональны каучуковые и силиконовые шнуры. Они прочны, не боятся влажной среды. Это наиболее оптимальный вариант, если нужно купить гирлянду для украшения улицы. Чтобы украсить интерьер, можно приобрести более бюджетные модели с проводом из ПВХ, который выдерживает температуру до минус 20 градусов Цельсия. По типу питания гирлянды бывают энергозависимыми, работают при подключении в розетку, и автономными. Последними, ввиду их независимости от электропитания, можно украшать улицу или даже елку прямо в лесу. Недостаток автономных моделей в том, что батарейки питания быстро выходят из строя. Внешний вид гирлянд. Вариантов исполнения новогодних гирлянд множество. Перед тем, как выбрать электрогирлянду, стоит рассмотреть некоторые из них. Нити. Это более традиционный вид украшения, представляющий собой шнур с расположенными на нем лампочками. Сетки. Это гирлянды из перпендикулярно перекрещенных нитей, образующих квадратные очки, по углам которых находятся лампочки. Такими электрогирляндами украшают стены, крышу и другие поверхности. Шторы, занавесы, световой дождь. К основному горизонтальному, самому длинному проводу крепятся вертикальные вспомогательные нити. Вся конструкция образует украшение в виде шторы. Занавесями декорируют окна, крыши, фасады, витрины магазинов. Одна из разновидностей – бахрома, где вертикальные нити неровной формы и разной длины. Сосульки – тот же принцип соединения проводов, только коротких, не более 50 сантиметров. Дюралайт. Гирлянда в виде шнура с размещенными прямо в нем лампами или светодиодами. Шнур гибкий и устойчив к внешней среде, температурам. Его можно использовать как для декора интерьера, так и для уличного дизайна. Белтлайт. Шлейфы из 2-5 жил с разноцветными LED-лампами – белыми, желтыми, синими и других оттенков. Эти электрогирлянды используются только для оформления наружных крупных объектов – зданий, парков, мостов. Клип-лайт. Вид гирлянды из нескольких тонких шнуров со светодиодами очень эффектно смотрится на деревьях, когда они переливаются разноцветными огоньками. Помимо таких электрогирлянд, уже завоевавших популярность, можно рассмотреть оригинальные варианты, например, статодинамические, мигание которых напоминает фейерверк. Музыкальные, где лампочки вспыхивают вместе с аккордами рождественской песни.
Есть модели сияния лампочек, которых имитирует огонек свечи, падающие звезды, снежинки и тому подобное. Какую гирлянду выбрать, это зависит от ваших предпочтений. Конечно, каждый будет выбирать тот вариант, который уже себе наметил. В любом случае не мешает принять к сведению общие рекомендации. Перед покупкой гирлянды проверьте целостность изделия, зоны повышенной нагрузки, участки возле переключателей режимов, соединение провода с лампочками и вилкой. Посмотрите, не повреждена ли изоляция шнура. Проверьте работу всех лампочек. Ознакомьтесь с информацией на упаковке, производителем, предназначением изделия и допустимыми цифрами мощности и напряжения. Напряжение лампы не должно превышать 25 вольт, а мощность гирлянды 55-65 Вт во избежание перегрева и опасности возникновения пожара. Гирлянды для улицы должны иметь провод из каучука или силикона. Для домашних моделей допускается шнур из ПВХ, а уровень защиты IP от 23 и выше. Обратите внимание на качество сборки конструкции. Лампы должны надежно держаться в разъемах, а контроллер и трансформатор выполнены из прочного пластика. Если блок переключения режимов прогибается при надавливании на него пальцем, меняйте гирлянду. Определитесь с длиной электрогирлянды еще дома, взяв рулетку и отмерив нужное количество метров. Тогда в магазине не придется принимать решение спонтанно. Не используйте для украшения улицы гирлянду для домашнего применения. Это грозит замыканием и пожаром. И последнее. Перед тем, как купить электрогирлянду, обязательно потребуйте у продавца сертификат соответствия, который вам обязаны предоставить, чтобы убедиться в качестве приобретаемого товара. Какую гирлянду выбрать, с холодным белым или желтым цветом? На сегодняшний день ассортимент электрических гирлянд велик. Новогодние светящиеся нити, фигурки, шнуры, тающие сосульки, занавесы – все они очень привлекательны. И даже не знаешь, на чем остановить выбор. Но какого же цвета выбрать гирлянду? Мы рекомендуем остановиться на традиционном освещении – холодный белый свет или желтый теплый. С годами эти оттенки гирлянд уже стали незаменимой классикой. Выбор цвета огней напрямую зависит от выбора цветовой гаммы остальных украшений и от того, какую атмосферу хочется воссоздать. Гирлянды холодных белых оттенков. Невозможно уже представить зимние праздники без мерцающих переливающихся огоньков. Новогодняя суета, шумные игры во дворах и смех ребятишек задают тон в оформлении двора. В украшении приусадебных участков отталкивайтесь от того, что в зимнюю пору дефицит солнечного света, и его нужно максимально восполнить. Белые светодиодные гирлянды излучают яркий искрящийся свет, будто морозные переливы на солнце. Отличным вариантом уличного украшения станут электрогирлянды в виде бахромы, снежинок и светящиеся фигуры, которые будут особенно ярки и заметны среди заснеженных холмов. Эффектно выглядит гирлянда тающей сосульки. Нити гирлянды крепятся к единому шнуру, а светящиеся нити со светодиодами свисают вниз. Благодаря встроенному коннектору свет перемещается по ниткам, изображая таяние сосулек. Холодные огни также очень актуальны при оформлении витрин. Световые занавесы, манящие искрящим светом, притягивают внимание и видны даже с большого расстояния. Холодные огоньки идеальны для уличного освещения. А яркий свет, отражающийся на поверхности снега, преломляется и создает атмосферу волшебства. Холодные огни – это также стильное решение для белой ели. Подсвеченные белые веточки пушистой красавицы будто светятся, унося в зимнюю сказку. Гирлянды с желтым свечением. Удачным решением для домашнего новогоднего освещения станут гирлянды с желтым свечением. Что может быть лучше, чем устроиться холодным зимним вечером дома и посмотреть на падающие воздушные хлопья снега? Теплые огоньки, переливающиеся на окнах или ветвях елки, создадут настроение праздника и домашнего уюта. Ярким элементом новогоднего оформления дома станут световые занавесы на окнах. Повесив внутри дома огни, которые будут излучать желтое свечение, вы сделаете окна дома заметными с улицы и добавите загадочности привычным вечерним часам. Желтые теплые огни идеально подходят для украшения домашней елки, так как они отлично дополняют игрушки различных стилей. Сочетание переливов желтых огней на традиционной зеленой красавице
перенесет вас в далекое детство и наполнит вас приятными воспоминаниями. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.